Иногда, чтобы лишиться головы, достаточно просто быть молодой, красивый и слишком уверенный в себе. Давайте посмотрим, как это делается. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше в нашу историю, давайте вернемся к старому знакомому, королю Генриху VIII. На календаре начало 1540 года. Генриху 49 лет. Для этого времени это уже глубокая осень жизни. Позади у него 3 жены и 3 официальных ребенка, по одному от каждой. Мария, Елизавета и долгожданный принц Эдуард. Казалось бы, живи и радуйся. Но Генриху этого мало. Он одержим идеей запасных сыновей. К этому моменту он уже похоронил 3 жен. И слава о его семейном счастье разлетелась так далеко, что половина невест Европы просто разбежалась, едва услышав его имя. И вот, чудом, его министр Кромвель уговорил его жениться на скромной принцессе из Дюссельдорфа, Анне Клевской. Но едва она переступила порог дворца, Генрих понял – это катастрофа. Она ему категорически не нравится, ему нужен развод, ему нужна новая страсть, но главное – ему нужны наследники. Чтобы вы понимали, в каком состоянии находился наш звездный жених, давайте заглянем к нему в тарелку. Вы когда-нибудь наедались так, что на утро клялись больше никогда не смотреть на еду? Так вот, для Генриха такой праздник живота был ежедневной рутиной. Он ел невероятное количество дичи, говядины, баранины и свинины, овощи и фрукты. Забудьте. В то время считалось, что это еда для бедняков, а для короля так они вообще вредны. Само собой, были и постные дни. А вы думаете, в постные дни он отдыхал? Как бы не так. По правилам церкви нельзя было мясо, но можно было рыбу. А знаете, что Генрих считал рыбой? Китов, дельфинов и морских свиней. Представьте, как он набивал желудок этим тяжелым жирным мясом, искренне веря, что он постится. И главное, все это заливалось галлонами вина и пива. Результат? К 1540 году перед нами человек весом больше, чем 130 килограмм. Но это полбеды. После падения с лошади в 1536 году его старая язва на ноге превратилась в вечно открытую, гноящуюся рану. Король почти не ходил. Его возили на специальных носилках, а запах от его ноги был таким сильным, что придворные старались не дышать, находясь рядом. А теперь давайте я вам объясню на пальцах, почему этот огромный человек, по мнению многих ученых, был биологической ловушкой. Помните его знаменитую прапрабабушку Жакету Люксембургскую? Именно от нее якобы Генриху достался некий генетический подарок, который погубил почти всех его детей. Но когда мы начинаем смотреть на факты, возникает вопрос, и эта версия кажется абсолютно нескладной. Ведь мы привыкли думать, что при такой болезни первый ребенок выживает, а остальные нет. А у Екатерины Арагонской все было совсем не так. Давайте я вам объясню это человеческим языком, чтобы понял каждый, даже тот, кто далек от медицины. Представьте себе, что в крови Генриха жил особый маркер. Ученые называют его КЕЛ-положительным геном. Для его жен этот ген был чем-то вроде чужеродного вируса. Как это работает? Когда женщина впервые беременеет от такого мужчины, ее организм еще не знает, что ребенок другой. Он спокойно вынашивает плод. Но во время родов или из-за каких-то проблем при беременности кровь ребенка попадает в кровь матери. И вот тут ее иммунитет вскипает.
Он создает отряд пограничников, антитела, которые теперь всегда будут начеку. В следующую беременность эти пограничники уже не ждут родов. Они узнают знакомый ген и начинают атаковать ребенка прямо в утробе, считая его врагом. А теперь давайте разберем случай Екатерины, где эта логика, казалось бы, ломается. 1510 год. Первая беременность. Мертворожденная девочка. И здесь мы прекрасно понимаем, в 16 веке потерять ребенка можно было от тысячи причин. Простуда, падение, плохая еда. И если верить теории с геном, эта первая беременность просто не успела полностью обучить организм матери. Она лишь слегка заразила его, подав сигнал тревоги, но не успев создать целую армию пограничников. 1511 год. Маленький Генрих прожил 52 дня. Вот он, второй ребенок. И вот тут теория, может быть, начинает работать. Говорить, что он родился абсолютно здоровым, нельзя. Да, он дышал и кричал, но его организм уже был под ударом. Скорее всего, у него была тяжелая желтуха или анемия, вызванная тем, что кровь матери начала разрушать его собственную еще до рождения. Холодный костел на крестинах лишь добил и без того слабого младенца. Он не был здоровяком, он был ребенком, чей иммунитет проиграл войну еще в колыбели. Почему же выжила Мария? 1516 год. И это 6-я беременность. А вот это самая интересная часть заговора генетики. У Генриха этот опасный ген был не во всей крови, а лишь в половине. Это значит, что каждый его ребенок имел шанс 50/50. Либо получить плохой ген и погибнуть, либо получить хороший ген и выжить. Мария Тюдор просто вытянула счастливый билет. Она унаследовала ту часть отцовской генетики, которую организм Екатерины не считал враждебной. Она была не сильнее других, ей просто повезло в этой биологической лотерее. Но эта генетическая теория лишь одна из версий, попытка ученых объяснить необъяснимое. Она никогда не была приговором со 100% гарантией. Поэтому важно понимать, история с геном Жакеты – это не математика. И случай Екатерины Арагонской – лучшее тому доказательство. Но, друзья мои, давайте будем честными и не станем сваливать все только на гены Генриха. В этой истории есть еще одно «но», и оно очень весомое. Посмотрите на саму Екатерину Арагонскую. Эта женщина жила в состоянии перманентной беременности почти 10 лет. Ее организм был не просто измотан, он был буквально истощен постоянными надеждами, родами и бесконечными траурами. Есть исторические свидетельства, что из-за этого колоссального стресса и физического износа климакс у Екатерины начался непривычно рано – в 35 лет. Так что в случае с ней обвинять только одного Генриха и его испорченную кровь, наверное, не совсем справедливо. Здесь столкнулись и генетика, и обычная человеческая хрупкость, и медицина того времени, которая не могла помочь женщине восстановиться. Поэтому, когда мы говорим об этой теории с геном, давайте ставить рядом с ней большой и жирный знак вопроса. Эта версия, да, и очень похожая на правду. Но это точно не истина в последней инстанции. В истории Екатерины Арагонской природа, скорее всего, просто сказала «стоп» гораздо раньше, чем этого хотел король. А теперь насчет Анны Болейн. Ее выкидыш в январе 1536 года случился на фоне жуткого стресса. Сначала король падает с лошади и 2 часа лежит без сознания, а потом она видит Джейн Сеймур на его коленях. В такой ситуации у любой женщины, даже самой здоровой, может произойти отслойка плаценты. Была ли там генетика или просто человеческое горе? Мы не узнаем на 100%, но Анна действительно могла быть тем самым счастливым билетом, который Генрих сам выбросил.
даже не дождавшись результата. В общем, подводим итог. Генрих к 1540 году – это уже не тот пылкий юноша, который мог покорить любую женщину. Его ужасный вес, вонючая язва на ноге, из-за которой он почти не мог ходить – все это делало его шансы на отцовство ничтожно малыми, какая бы генетика у него ни была. Его диета из мяса китов и галлонов сладкого вина убивали его изнутри. В медицине того времени никто не понимал, что лишний вес и сахар в крови напрямую влияют на мужское здоровье. Генрих искренне верил, что проблема в женщинах. Он думал, если я возьму молодую, сильную, пышущую здоровьем девушку, она вынесет моего наследника вопреки всему. И вот он мечтает о юной жене. Друзья мои, давайте на минуту забудем о прекрасных дамах и заглянем за кулисы власти в начале 1540 года. Там, у самого подножия трона, разыгрывается настоящая схватка хищников. Долгие годы Кромвель был для Генриха всем. Сын кузнеца, который стал вторым человеком в государстве, он был тем самым мозгом, который придумал, как королю развестись, как забрать деньги у церкви и как держать всю Англию в ежовых рукавицах. Но к январю 1540 года Кромвель совершает свою самую роковую ошибку. Он привозит королю Анну Клевскую. Генрих разочарован, он в ярости, он чувствует себя обманутым. И Кромвель понимает, его кредит доверия исчерпан, его положение висит на волоске. И именно в этот момент из тени торжественной походкой выходит Томас Говард, третий герцог Норфолк. Если Кромвель – это холодный расчет, то Норфолк – это потомственная ярость и бесконечные амбиции. Чтобы вы понимали масштаб личности этого человека, в 1536 году именно он, герцог Норфолк, возглавлял суд над собственной племянницей, королевой Анной Болейн. Он не просто вынес ей смертный приговор, он смотрел, как его родную кровь ведут на эшафот, и даже не дрогнул. Для Норфолка семья – это не любовь и теплые вечера у камина. Семья для него – это ресурс. Если племянница приносит корону роду, она молодец. Если она оступилась, он сам подтолкнет ее к топору, чтобы спасти свою шкуру и карьеру. И вот теперь Норфолк, как старый опытный волк, видит, что Кромвель больше не может дать королю то, чего тот хочет больше всего на свете – счастья и новых наследников. Итак, план ясен, как королевский указ. Осчастливить короля и подарить ему наследников должен был Говард. Не сам Томас Говард, герцог Норфолк, разумеется. Он был для этого стар, циничен и пах не розами, а порохом политических игр. Нет, нужна была живая жертва в самом благородном смысле этого слова. Требования кандидатки были столь же конкретны, сколь и невыполнимы для любого здравомыслящего человека. Молода, чтобы глаз радовался и дух не унывал. Безупречно красиво, чтобы затмить память о всех предыдущих. Весела и покладиста, чтобы развлекала, но не умничала. Без европейских связей и претензий, чтобы тесть не лез с нравоучениями. Искать среди европейских принцесс? Смешно. На Генриха VIII в королевских домах Европы смотрели как на прокаженного с тронным залом. Да и формально-то он все еще был женат. Надо было искать внутри системы. Значит, нужна девушка своя, придворная. А лучше родственница. Чтоб все под контролем, в семью, как говорится. И вот тут у герцога Норфолка начинается настоящий внутренний кастинг. Усевшись в кресле, он принялся судорожно перебирать в уме бесконечный список племянниц, внучек, двоюродных внучек. Мысли метались, как испуганные мыши. Так, Мэри. Нет, Мэри далеко, на севере. Пока довезем, Генрих уже на Кромвеле снова женится. Отметаем. Элизабет.
Тьфу ты, эту только замуж в прошлом месяце выдали. Поздно уже. Маленькая Джейн? Красивая, но ей же лет 5. Она еще в куклы играет. Король, конечно, затейник, но не до такой же степени. А в голове звенящая пустота. Отчаяние старого царедворца подбирается к горлу. И вдруг озарение. Легкий, едва уловимый образ, как запах яблочного пирога из детства. А, кстати, в Лондоне же, прямо сейчас, в памяти всплыл образ младшего брата Эдмунда Говарда, вечного неудачника, вечно тонущего в долгах, и его дочь, маленькая девочка с огромными глазами, которую несколько лет назад из милости пристроили на воспитание. Куда? Так к вдовствующей герцогине Агнес же. В сознании Норфолка, как по волшебству, сложился очень идеальный пазл. Молода? Еще бы! Едва вышла из детского возраста. Самый сок. Красиво? Говорили, что очень. И Говарды, в конце концов, славятся своей внешностью. А воспитана? Безупречно. Она же выросла под крылом герцогини Агнес. А Агнес – это синоним строгости, молитвы и железного распорядка. Значит, девушка скромна, послушна, набожна и не испорчена дурным обществом. Идеальная глина для лепки королевской супруги. Происхождение безупречно. Говард. Но при этом отец никто, а значит и требований к титулам от короля не будет. Скромность – ее главное приданное. А лицо герцога озарила хитрая, почти отеческая улыбка. Он не просто нашел кандидатку, он нашел идеальное орудие. Кэтрин. Прошептал он, пробуя имя на вкус. Да, Кэтрин Говард. Точно. Вот на кого надо ставить. Ставка была сделана. Не на человека, а на образ, юность, невинность и послушание. Живой букет, который должен был затмить в памяти короля всех предыдущих, слишком умных, слишком гордых или слишком независимых жен. Легкая, веселая, управляемая Кэтрин. Что могло пойти не так? И вот эта ставка, этот расчет на невинность, воспитанную в строгости, делает последующую историю такой горькой иронией. Ведь герцог Норфолк понятия не имел, что строгий дом его мачехи был на деле тем самым ночным клубом, о котором мы с вами уже знаем с прошлой истории. Итак, друзья мои, представьте себе картину. Во дворец Ламбет приезжает не просто родственник, а глыба. Томас Говард, герцог Норфолк. Самодержец придворных интриг и живое воплощение принципа «цель оправдывает все». Он не приехал на семейный обед, не стал, прихлебывая вино, расспрашивать племянницу Кэтрин о ее успехах в вышивании или знании латыни. Нет, он прошествовал по коридорам прямым, неоспоримым шагом, словно ледокол, идущий на север. Его курс лежал прямиком в покое вдовствующей герцогини Агнес. О чем они там говорили наедине? Мы не будем подслушивать у замочной скважины. Доверимся атмосфере. Два старых бульдога английской политики, видавших вида, понимали друг друга с полуслова. Он не просил, он заявлял. Норфолк сухо, как осенний лист. И я приехал забрать свою вещь, ту, что оставлял тебе на хранение. Речь шла не о фамильном серебре. Речь шла о Кэтрин. А что же Агнес? Представьте ее в этот момент. Она сидит, это строгая матриарх, и в ее голове проносятся не молитвы, а молниеносные расчеты. Если девочка, возвращенная под ее крылом, станет королевой Англии, это же не просто успех. Это абсолютный триумф дома Говардов. Это власть, милости, земли, влияние. Это ее Агнес и воспитание, на которое будут молиться все матери королевства. Это золотая жила, бьющая прямо в ее будущую гробницу из мрамора.
Но, друзья мои, давайте на секунду перенесемся на несколько лет назад. Кто не видел прошлый ролик, возможно, не в курсе, что творилось в Ламбете в те самые благочестивые ночи. Никакой строгости. Она существовала только в дневных наставлениях. Ночью же девичья опочивальня превращалась в самый веселый запретный клуб. И одной из самых ярких его звездочек была именно наша Кэтрин. Повторюсь, Кэтрин не воспитывалась в строгости, она в ней выживала, как сорняк в щели между плитами. И герцогиня Агнес прекрасно об этом знала. Более того, она была не сторонним наблюдателем, она была главным режиссером наказаний. Помните того учителя музыки Генри Менокса? Так вот, Агнес лично застала их в ситуации, требующей срочного музыкального разбора. И реакция ее была не словесной, она была физической, звонкой и болезненной. Она хлестала Кэтрин по щекам так, что та, наверное, видела искры ярче, чем на королевском фейерверке. Это был не просто инцидент, это был скандал. О нем знал не только Ламбет, о нем трещали все мясные лавки и пабы в округе, потому что мистер Менокс, этот мелкий павлин, не мог удержаться и хвастался своей победой над благородной девицей. Перед кем попало? Слух расползался, как винное пятно на дорогой скатерти. И вот сейчас, в этой тихой комнате, вся эта грязная история стоит между ними, невидимым, но вонючим призраком. Представьте эту паузу. Это момент выбора. Казалось бы, умная, опытная женщина, которая знает, что у этого скандала десятки свидетелей. Что она делает? Она смотрит на Норфолка, смотрит на блеск в его глазах, не родственной любви, а холодного политического расчета, и она принимает решение. Она промолчала. Она не просто промолчала, она выдала ему горлицу, девушку чистую, как слеза, не запачканную ни в каких скандалах. Она совершила не просто ложь, она совершила преступную халатность в особо крупных размерах. Вместо того, чтобы сказать: «Томас, ты с ума сошел? Эту девицу в королевы, да у нее репутация, как у трактирной кружки». Она кивнула. Она легитимизировала миф. Почему? А потому что правда была неудобной. Она ломала блестящий план, она требовала объяснений, поисков другой кандидатки, потери времени и влияния. А ложь была удобной. Она была гладкой, как отполированный самоцвет, и идеально ложилась в оправу королевских амбиций Говардов. Так, одним молчанием одна старая глыба английской аристократии подписала смертный приговор другой. Она не вложила нож в руку палача, она просто выдернула доску из хлипкого моста, по которому юная беспечная Кэтрин уже бежала навстречу своей судьбе. Друзья мои, если вы пропустили наш прошлый ролик, я настоятельно советую к нему вернуться, иначе вам будет сложно понять, кто такой Фрэнсис Деррен и почему его тень будет преследовать нашу героиню до самого эшафота. А я лишь напомню. Перед нами Кэтрин, юная племянница великого герцога Говарда, но из той самой обедневшей ветви, где титул – это лишь долг, который нечем платить. Еще вчера ее жизнь была полна тайных надежд. Ее почти муж Фрэнсис Деррен отправился в Ирландию на заработки, чтобы их союз перестал быть почти и стал законным. Уезжая, он оставил Кэтрин не просто обещание, а огромную сумму – 100 фунтов на хранение. Представьте эту картину. Кэтрин сидит в палате дев Ламбета. Она перебирает свои скромные вещи, а на дне ее сундука под слоями ткани лежит тот самый кожаный кошелек. Символ ее тайной свободы и будущего счастья. Она ждет писем, она ждет его возвращения. Но внезапно дверь в комнату распахивается, и на пороге вдовствующая герцогиня Агнес.
Она входит не для того, чтобы ласково спросить, хочет ли Кэтрин увидеть свет или послужить новой королеве. В мире Говардов согласия не спрашивают. Старая герцогиня просто чеканит слова, которые звучат как приговор. «Собирайся, Кэтрин. Твой дядя, герцог Норфолк, распорядился. Ты едешь ко двору. Ты назначена фрейлиной королеве Анне Клевской». В этот момент в комнате воцаряется тишина. Кэтрин смотрит на свой сундук, где спрятаны ее 100 фунтов и ее позор, и понимает, капкан захлопнулся. У нее нет права сказать «нет». Она дядина вещь. И вот представьте себе, вы Кэтрин, вам 17, и к вам в дом врывается не просто дядя, врывается сам герцог Норфолк, гроза двора, каменное лицо и ходячая карьера в бархатных одеждах. Вы не дурочка, вы прекрасно понимаете, если этот человек лично за вами приехал, значит вы ему понадобились. Не для теплой семейной беседы, а как пешка для большой и взрослой игры. Фрейлиной королеве вас бы отправили с лакеем. Значит, план куда круче и куда опаснее. И вот тут у вас начинается паника, потому что у вас секрет, и у вас есть почти что жених Фрэнсис Дерем, и его 100 фунтов лежат у вас в сундуке, как обещание жениться. Это ваша страховка, ваш шанс на нормальную жизнь. И вам бы по-хорошему дяде во всем признаться, сказать: «Дядюшка, я не могу, я уже помолвлена. Вот смотри, даже задаток есть». Но нет, она этого не делает, потому что она бедная родственница, девочка без гроша, а он герцог. Перечить человеку, который одним взглядом отправляет людей в опалу, она боится, физически до дрожи в коленках. А еще, чтобы признаться в помолвке, надо рассказать, как вы познакомились с Деремом. А это значит вспомнить все веселые ночи, Менекса. Дядя вас уничтожит только лишь за один такой разговор. Не возьмет с собой, а выгонит пинком. И тогда вы останетесь ни с чем, ни с женихом, который далеко, ни с надеждой. А еще есть семейный долг. Вас с детства учили, семья – это все. Ты Говард, ты должна служить интересам рода. А твои личные чувства, твои «хочу» или «люблю» – это детский лепет, на который все смотрят с усмешкой. И вот, зажатая между страхом, жадностью, стыдом и долгом, Кэтрин улыбается, кивает и молчит. С этого самого момента она уже обречена. Потому что она входит в игру, где все правила против нее, с фальшивой картой в руке. Она играет роль невинной, чистой девочки, не знавшей мужчин. А в ее сундуке лежит крупная сумма от одного мужчины, а в прошлом связь с другим, о которой болтает весь Лондон. Она еще не знает, что этот сундук станет ее гробом. И вот, друзья мои, Кэтрин собирают в дорогу. Ей наконец-то выдают богатое платье. И это не просто подарок от щедрого дядюшки. Нет, это его инвестиция. А для Кэтрин это униформа для новой роли. Костюм для спектакля под названием «Идеальная невеста для короля». Сборы закончены, пора ехать. И вот тут перед ней ее сундук. В нем 100 фунтов от Фрэнсиса Дерема. Что делает Кэтрин? По логике и по инстинкту самосохранения нужно было бы от него избавиться, закопать в саду как клад, выбросить в реку, передать тайком слуге, чтобы вернул Фрэнсису. Любой вариант, лишь бы эта улика не поехала с ней туда, где каждый сундук могут вскрыть, а каждый слуга оказаться шпионом. Что делает Кэтрин на самом деле? Она забирает сундук с собой. Давайте попробуем залезть в ее голову и понять, почему, не осуждая, а понимая. Первая причина – это бедность. Представьте себе человека, который никогда в руках не держал таких денег. Для нас 100 фунтов – это 16 век, исторический факт. Для нее это целое состояние, неприкосновенный запас, который греет душу. Это ее единственная, самая ценная вещь в мире.
Выбросить такое – это все равно, что выбросить часть себя. Менталитет человека, выросшего в нужде, не позволяет просто так расстаться с золотом. Причина вторая и главная – любовь. На тот момент Кэтрин еще не поняла, что прощается с Фрэнсисом навсегда, что дядя забирает ее в другую жизнь, где места ее первой любви нет. В ее сердце она все еще невеста Фрэнсиса. Эти деньги для нее не взятка, не долг. Это ее обручальное кольцо, залог его слова, доказательство, что все было по-настоящему. Это как взять с собой на роскошную свадьбу, куда тебя выдают замуж по расчету, фотографию своего первого, нищего, но очень любимого парня. Глупо, безумно. Понятно? Бесконечно. В общем, сундук поехал вместе с ней, как попутчик-призрак, как бомба с тикающим механизмом. Друзья мои, давайте нарисуем эту картину, как умеем только мы. Представьте, 1540 год, Лондон, Королевский двор. Кэтрин назначают в свиту Анны Клевской. Она служит королеве, которую король публично игнорирует и называет фламандской кобылой. Анна Клевская живет в роскошных покоях, но и в ее комнатах царит морозная тишина. Король заходит к ней лишь изредка, для протокола. Именно здесь, в свите королевы, Норфолк расставляет свой капкан. Кэтрин должна стать самым ярким пятном в этой унылой свите, чтобы глаз Генриха, уставший от «некрасивой», кавычу, жены, просто не мог на ней не остановиться. Спустя какое время она увидела короля? Друзья мои, это произошло почти сразу. Жизнь двора – это череда церемоний. Как только Кэтрин надела свою новую униформу, то самое богатое платье, она вышла на обязательный прием. Представьте эту сцену. Генрих VIII, ему почти 50 лет. Он грузин, он мучается от болей в ноге, он глубоко несчастен в браке и зол на весь мир. Он входит в комнату, и все склоняются в глубоком реверансе. Кэтрин. Она стоит среди других фрейлин. Она молода, она смешлива, она пахнет весной и невинностью, как думает король. Король оглядывает свиту жены своим тяжелым взглядом и вдруг замирает. Среди чопорных дам и неинтересной королевы он видит это лицо. В этот момент для него время остановилось. Он увидел в Кэтрин не просто девушку, он увидел свою ушедшую молодость. Он увидел розу без шипов. А теперь представьте королевский двор. Это не сельская ярмарка, это выставка достижений самой элитной красоты Англии. Там в каждой галерее стояло по 10 красавиц, мечтающих о взгляде короля. Так почему же именно эта малограмотная девочка из Ламбета выбила страйк? Да, при дворе были умницы, которых с пеленок готовили к тому, чтобы очаровать монарха. Их учили, как ходить, как вздыхать, как вести беседу о богословии и стихах. Они были идеальными фарфоровыми куклами. А что же видит король? Он видит девочку с улицы, с поправкой, конечно, на хорошую фамилию и бархатное платье, которое только что на нее надели. Помните, как Генрих влюбился в Анну Болейн, двоюродную сестру нашей героини? Но тогда все было совсем наоборот. Анна была не первой красавицей. Ее силой был интеллект, начитанность и остроумие. Генрих в 35 искал достойного противника для споров, женщину, с которой можно говорить на равных. Прошло время. Генрих изменился. Он смертельно устал от умных женщин, от политических интриг и бесконечных протоколов. И вот перед ним стоит Кэтрин. Она полная противоположность Анне. Если Болейн была высшей математикой, то Кэтрин – это веселая песенка, которую напевают на улице. В Кэтрин не было ни капли той вышкаленной придворной утонченности. Ее учителями была не академия, а сама жизнь в том самом шумном грешном Ламбете. И это выдавало себя в каждой мелочи. Она не знала, как по правилам отвечать королю, зато знала, как искренне засмеяться на его шутку, не из вежливости, а потому что смешно. Она не строила из себя богослова, зато ее глаза блестели живым и неподдельным любопытством. Она кокетничала не как дипломат, а как молодая кошечка, непосредственно,
даже немного по-детски. И для Генриха это стало глотком свежего воздуха. Представьте себе уставшего дедушку, а в свои почти 50 с его-то здоровьем он им и был, вокруг которого ходят десятилетиями на цыпочках, говорят шепотом и боятся лишний раз вздохнуть. И вдруг в его мраморные покои влетает, звенит бубенчиками и смеется весна. Живая, теплая, пахнущая не лестью, а просто молодостью. Она казалась ему последней искренностью в мире лжи. Он устал от ума. Он изголодался по простоте. И главное, Кэтрин была Говард. Она была своя, понятная аристократка, а не пришлая иностранка. Семья Говардов умела продавать своих женщин как изысканное блюдо, создавая вокруг них ореол эксклюзивности. Представьте себе эту картину. Старый грузный лев Генрих VIII окончательно потерял голову. Но если вы думаете, что он тут же по старой рыцарской привычке повел юную деву в опочивальню, то вы плохо знаете нашего дедушку образца 1540 года. Давайте на чистоту. К этому времени Генрих был уже совсем не тем подтянутым атлетом, который когда-то гонял на охоте Анну Болейн. Затащить девушку в постель он, может, и хотел, но здоровье уже не то, да и приоритеты сменились. Ему было куда приятнее просто любоваться своей розой без шипов, как он ее называл. Ему хотелось, чтобы это юное, дышащее здоровьем создание сидело рядышком, гладила его по больной ножке, кормила сладостями с рук и просто улыбалась. Для него это была лебединая песня, попытка вернуть себе ускользающую весну. А за спиной Кэтрин маячила тень ее дядюшки Норфолка. Уж он-то был не просто умным, а дьявольски хитрым. Дядя прекрасно понимал, если Кэтрин станет просто очередной любовницей на одну ночь, ее забудут быстрее, чем остынет королевский ужин. Наставление Кэтрин получила строжайшее: держать дистанцию, никаких вольностей до венчания, разжигать азарт, быть дразнящей, но недоступной, чтобы старый король окончательно потерял рассудок от желания обладать этим чистым сокровищем. Сама Кэтрин, надо признаться, тоже не горела желанием бросаться в объятия к больному, пахнущему лекарствами старику. Поэтому роль неприступной девицы давалась ей удивительно легко. Король был очарован. Он называл ее «Моя роза без шипов» и заваливал подарками. Драгоценности, ткани, земли, устраивал в ее честь пиры. Это было его любимое – покупать обожание и восхищаться своей щедростью. А теперь представьте саму Кэтрин. Еще вчера она радовалась украденному с кухни пирожку и считала учителя музыки Менокса с его дурацкими серенадами вершиной щедрости. Потом ее ослепил богач Дерем и его 100 фунтов, состояние, о котором она и мечтать не смела. А теперь на нее свалился сам король со всеми сокровищами Англии. Ее осыпали жемчугом, закутывали в парчу. Она стала первой красавицей при дворе. Номинальной хозяйкой балов была королева Анна Клевская, умная женщина, которая благоразумно делала вид, что ничего не замечает. Она учила английский, осваивала местные обычаи и мудро отступила в тень, понимая, что бороться с весной бесполезно. И в центре этого водоворота стояла маленькая Кэтрин, совершенно растерянная. С одной стороны, головокружительная мечта стать королевой, носить корону. Зачем отказываться? С другой стороны, щемило сердце. В памяти жил образ Дерема, а в сундуке, как немой укор, лежали его деньги, залог их обещаний. Получалась сюрреалистичная картина. Пожилой король, видящий в ней невинное дитя, юная дева, хранящая опасную тайну, и королева, тактично разучивающая английские танцы в сторонке. Никаких скандалов, только тихое всеобщее притворство. Кэтрин парила над пропастью, улыбаясь, одетая в подаренное платье, и не знала, что страшнее – упасть или научиться летать. А внизу в темноте тикал ее старый сундук.
как механизм фатальных часов. Итак, 1540 год, и события понеслись с такой скоростью, что у бедной Кэтрин голова шла кругом. Король Генрих, глядя на свою юную розу, делает простой, как топор, и страшный вывод. Мне нужен сын, а лучше 2, а учитывая мое здоровье, 3. Роза должна не только благоухать, но и приносить плоды. А его законная фламандская жена Анна Клевская с этой задачей не справится. Да и смотреть на нее Генрих не мог. Она напоминала ему о собственном провале и о том самом портрете Гольбейна. И вот, король затеял не просто развод, он затеял самую настоящую чистку. А умные говарды, как истинные придворные дьяволы, нашептывали ему на ухо: «Ваше Величество, а ведь виноват во всем этот выскочка Кромвель. Это он вам не ту невесту подсунул». Король с радостью ухватился за эту мысль. Ему нужен был не просто козел отпущения, а громкое падение, чтобы все видели: король снова молод, влюблен и точен в решениях. С Анной Клевской все прошло на удивление гладко. Она оказалась намного умнее, чем они и думали. Она поняла, куда дует ветер, и не стала бороться за корону. Быть любимой сестрой короля со своими замками и пенсией куда приятнее и, главное, безопаснее, чем быть его женой и ждать, когда за тобой придет палач. Она с мудростью отступила, сохранив жизнь, состояние и уважение. В общем, в июле 1540 года произошел тот самый развод по-сестрински или аннулирование брака. И вот, в награду за свою розу и в пику поверженному врагу Генрих делает говардам царский подарок. 28 июля 1540 года, день, который войдет в историю. Вы только представьте. Утром в Тауэре теряет голову Томас Кромвель, всемогущий министр. А вечером в том же самом Тауэре тайно венчаются 50-летний Генрих и 17-летняя Кэтрин Говард. Для короля это триумф, для Говардов – джекпот, а для Кэтрин – она только привыкла быть розой без шипов, как ей уже суют под нос настоящую корону. Все летело с такой головокружительной скоростью, что думать было некогда, только успевая крутить головой и говорить «да». Она-то знала, что в ее сундуке лежат деньги, знала о преконтракте, о почти браке. Она понимала, что, выходя за короля, она совершает не просто ошибку, а государственное преступление. Это была не свадьба, это была отсроченная плаха. В XVI веке за такой обман монарха не отчитывали, за него отправляли на эшафот. Она выходила замуж не за просто дядьку, с которым можно было как-то договориться, а за самого короля, законодателя, обманув его в самом главном. Ну а какой у нее был выбор? Сказать «нет» дяде Норфолку и королю? Это означало мгновенную опалу, опять нищету, а то и обвинение в государственной измене. Бежать к Дерему? Его бы моментально арестовали, а ее тем более. Ее загнали в угол. Единственный ее путь – это прыжок в пропасть с улыбкой на лице и криком «да» на устах. Ну и, конечно, была надежда. А что, если Дерем не найдется? А что, если прошлое останется прошлым? Что, если она будет хорошей, милой женой, родит сына, и король будет так счастлив, что простит ей все, даже если узнает? Девушка ее склада ума могла цепляться за эту призрачную надежду, как утопающий за соломинку. Ну а какой же вывод, друзья мои? Кэтрин Говард была не злодейкой, она была жертвой обстоятельств, созданных другими, жертвой амбиций своего дяди, похоти короля, системы, где девушка из хорошей семьи была разменной монетой. Она была не глупой, она была очень юной, очень запуганной и абсолютно беззащитной в мире взрослых, жестоких хищников. Друзья мои, и вот мы подошли к самому пикантному и одновременно самому трагичному моменту нашей истории. Та самая ночь после свадьбы.
Занавес королевской спальни задвигается. Факелы гаснут, и мы остаемся один на один с вопросом, как же наш опытный рыжая борода не учуял подвоха, как он не понял, что его невинная Роза уже давно и не раз бывала в саду у другого садовника. Давайте будем честны. На месте Кэтрин не захотела бы оказаться ни одна женщина. Представьте, тебе 17. Ты все еще помнишь жаркие объятия молодого, сильного и пылкого Фрэнсиса Дерема, а перед тобой Генрих. Это не тот 50-летний мужчина из рекламы витаминов. Это человек весом в 1,5 центнера, который с трудом передвигается сам. От него пахнет недорогим парфюмом, а мазями и застарелой язвой на ноге. С ним бы просто рядом поспать – уже испытание. А тут нужно исполнять супружеский долг. Получилось ли у Генриха? Ну, сам он на утро буквально сиял. Скорее всего, там все было, как бы мягче сказать, на минималках. Но для Генриха сам факт того, что он мужчина, и рядом с ним такая юная красавица, уже был мощнейшим афродизиаком. Он внушил себе, что он снова молодой рыцарь, и любая активность с его стороны казалась ему подвигом Геракла. Почему он не понял, что Роза со стажем, и не выскочил утром из спальни с криками «Обман!»? Кэтрин была не очень умна в книгах, но она была гениальна в кокетстве. Она знала, как в нужный момент вскрикнуть, как задрожать, как опустить глаза и покраснеть. Она имитировала страх и неопытность так талантливо, что Генрих в своем ослеплении просто растаял от нежности. Генрих приписывал это не ее таланту актрисы, а своей невероятной мужской харизме. Он просто не хотел сомневаться. Сомнение в ней было сомнением в собственной силе. В общем, утром Генрих был не просто доволен, он был в эйфории. Он объявил всем, что нашел свое сокровище. Он поверил, что его Роза чиста, как утренняя роса. А Кэтрин? Она вышла из спальни королевы Англии. Она совершила невозможное, обманула самого подозрительного тирана Европы. Но, друзья мои, в этот момент она стала заложницей собственного вранья. Теперь ей нужно было быть этой невинной святой 24 часа в сутки. А в этот самый момент в Ирландии Фрэнсис уже услышал новость о свадьбе своей жены с королем. Генрих после свадьбы не просто ходил, он летал. Представьте себе, он уверен, что победил время. Рядом с ним юная цветущая Кэтрин, которая не читает ему нотации, не спорит о религии, а только смеется и восхищается его мудростью. Король был так ослеплен, что придумал ей дурацкий девиз: никакой другой воли, кроме его. Он хвастался всем, что наконец-то нашел ту самую идеальную невинную Розу. А Кэтрин? Она, которая в Ламбете радовалась украденному с кухни яблоку, теперь купается в роскоши. И вот тут бы ей затаиться, сжечь прошлое и наслаждаться жизнью. Но нет, друзья мои. Вот здесь начинается то, от чего у любого здравомыслящего человека волосы встанут дыбом. К ней начинают тянуться тени прошлого из Ламбета. Те самые, которые знали и про Менокса, и про Дерема, и про ночные посиделки в комнате дев. Ну что, друзья мои, давайте присядем на нашу воображаемую скамейку у подъезда Тюдоровского дворца и разберем ситуацию, от которой у любого нормального человека задергался бы глаз. Прежде чем мы перейдем к экшену с письмами и шантажом, давайте осознаем тот абсурд, в котором Кэтрин оказалась сразу после свадьбы. Итак, ей 17. Это не та девушка, которая выросла за пяльцами и учебниками по этикету. Она росла как сорняк на свободе, в шуме и смехе Ламбета, где уроки жизни преподавали в темных углах. А ее муж Генрих VIII, ему 50. И забудьте про современных мужчин, которые бегают марафоны и в 50 выглядят на 35. Генрих, как мы помним, это огромная развалина. Но дело не только в теле, дело в пропасти между ними во всем.
Представьте, он мужчина, который пишет трактаты о теологии, спорит с Папой Римским, он говорит о реформах, налогах, союзах. А она могла бы с восторгом рассказывать о новом рюшечке на платье или сплетничать о фрейлинах. Когда он начинает говорить, она может только кивать и улыбаться, сказать: «Дедуля, мне скучно, я пойду». Нельзя, он король. Ее долг слушать, гладить его ногу и делать вид, что это самое увлекательное занятие на свете. Ей хочется веселиться, танцевать, смеяться со сверстницами. Ему в лучшем случае хочется, чтобы она тихо сидела рядом, пока он размышляет вслух. Их брак – это монолог, где у нее нет даже роли слушательницы. Ей отведена роль живой, красивой, молчаливой статуи. И главное, самая жуткая пропасть – брачное ложе. Ладно, днем можно послушать дедушку, погладить ножку и сделать вид. Но ночью-то нельзя сделать вид. Ночью нужно быть женой. А рядом не молодой и пылкий Фрэнсис, рядом Генрих. Молодая девушка, у которой гормоны играют, которая знает, что такое страсть и влечение. И рядом больной, тучный, тяжело дышащий мужчина, не просто некрасивый, а отталкивающий своим нездоровьем. Это не романтика, это испытание на выносливость, смешанное с глубоким физическим отвращением и леденящим страхом. И вот итог этой абсурдной ситуации, в которую загнали Кэтрин. Ей страшно. Она знает, что этот влюбленный дедуля – самодур, который рубит головы. Одно неверное слово, один не тот взгляд и конец. Ей противно, физически противно от близости с больным старым мужчиной. Ей скучно до слез, она в золотой клетке. Сбежать нельзя, пожаловаться нельзя. Остается только терпеть, улыбаться и искать отдушину. Потому что сорняк, загнанный в идеально выстриженный королевский газон, рано или поздно попытается пробиться наружу. Или сломается. И вот в этот момент, когда она сидит в своих покоях, мечтая о глотке свежего воздуха, начинают приходить они. Письма. От подружек. От тех, кто помнит ее не королевской розой, а Кэти из Ламбета. Ну что, друзья мои, усаживайтесь поудобней. Начинаем нашу новую главу под названием «Подружка с секретом». Жила-была девочка по имени Джоан Экуорт. Семья у нее была приличная, дворянская. Но, как и полагается в нашей истории, не сказать, чтобы сказочно богатая. И вот, судьба забрасывает ее в тот самый пансион благородных девиц, в дом вдовствующей герцогини Норфолк. Там-то она и встречает Кэтрин. Представьте себе эту комнату дев в Ламбете. Куча девчонок, вечный запах дешевых духов и вечный шепот по ночам. Кэтрин была помладше, Джоан чуть постарше. Джоан была не просто подружкой, она была тенью Кэтрин. Когда в спальню по ночам пробирался Фрэнсис Дерем, Джоан была там. Когда Дерем притаскивал вино и сладости, купленные на свои честно заработанные, Джоан была первой, кто подставлял кубок. Она видела все, как Кэтрин и Фрэнсис клялись друг другу в вечной любви перед Богом, как они называли друг друга муж и жена, хотя до официального алтаря им было как до луны. И самая сочная деталь. Джоан видела, как будущая королева Англии, согнувшись 3 погибели, стирала воротнички Дерема. Друзья мои, это же высшая степень интима того времени. Если девушка стирает мужчине воротнички, значит, она официально считает себя его женщиной. Джоан, как преданная подруга, все это аккуратно записывала на жесткий диск своей памяти. И вот представьте картину. Проходит время. Джоан уже вышла замуж за какого-то мелкого дворянина, Булмера. Живет себе в провинции, считает копейки и донашивает старые чипцы. И тут по стране летит новость, от которой у Джоан, должно быть, упала челюсть. Кэти Говард, та самая, что воротнички стирала, теперь королева Англии. И вот тут просыпается она, великая и ужасная, женская дружба. Джоан сидит у своего разбитого корыта, ее логика проста, как мычание. Так, стоп.
Мы же на соседних кроватях спали. Мы же вместе от герцогини прятались. Почему это она сейчас в горностаях на троне сидит, а я тут овсянку жую? А как же я? А мне?» Вместо того, чтобы перекреститься и порадоваться, что ее не замели вместе с подругой, Джоан решает: пора напомнить о себе. На несколько шагов вперед такие люди не думают. У них в глазах только шелка, золото и возможность помыкать слугами. И Джоан берется за перо. Это было письмо, написанное самым каллиграфическим почерком, но каждое слово в нем кололось, как кактус. «Дорожайшая Кэти, ой, простите, Ваше Величество, как же я рада за вас. Я так часто вспоминаю наши чудесные ночи в Ламбете. Помните, как Фрэнсис... вы понимаете, о чем я. Мы же были так близки. Я так скучаю по тем временам и так мечтаю снова быть рядом с вами во дворце, в качестве вашей фрейлины». Друзья мои, это было не просто письмо, это был первый звоночек из ада. А Джоан как бы говорит: «Любимая подруга, у меня в руках все твои грязные воротнички. Либо ты забираешь меня в этот золотой рай, либо твой дедушка Генрих узнает, что его непорочная Роза была прачкой у мелкого авантюриста». И вот Кэтрин получает это письмо. Представьте, она только что отбилась от лас короля, у нее голова кругом от власти, и тут привет из прошлого. Руки задрожали, в горле пересохло. Она понимает, Джоан не шутит. Если эта заклятая подруга откроет рот, это конец. А теперь давайте как на духу. А какие шансы у Кэтрин? Допустим, она сжигает письмо и делает вид, что никакой Джоан не существует. Что делает Джоан? Конечно же, не уходит смиренно в тень. Джоан понимает, что ее билет в жизнь – это молчание. Если Кэтрин не платит, Джоан идет к тому, кто заплатит за информацию. Кому? Врагам Говардов. А их при дворе было море. Любой противник дяди Норфолка отдал бы целое состояние за доказательство того, что королева не девственница и уже почти замужем за другим. Итог – арест, суд и плаха. Можно, конечно, рассказать дяде Норфолку: «О, этот старый лис умел решать вопросы». Норфолк мог бы организовать Джоан несчастный случай. Но мы же помним, в Ламбете про Кэтрин знали все, от кухарок до самой вдовствующей герцогини. То есть дядюшке нужно было вырезать половину Лондона. Был еще вариант признаться Генриху. И вот в этом случае есть шанс, что Генрих, будучи в эйфории от своей весны, поплачет, назовет ее заблудшей овечкой и отправит доживать век в тихий монастырь с корзиной яблок. Но с другой стороны, мы же понимаем, Генрих мог и озвереть. И тогда никаких яблок, никакой любимой сестры, а сразу путь Анны Болейн. В общем, Кэтрин сделала выбор, который можно назвать приглашение на казнь. Она решила: я ее приручу. Если Джоан будет спать на шелках, есть королевское мясо и носить мои старые платья, она будет моей лучшей подругой. Зачем ей меня предавать, если ее благополучие зависит от моей короны? Это логика юной девочки, которая не знала жизни. Она не понимала, что шантажист никогда не наедается. Она пригласила во дворец своего первого палача в юбке. Как только Джоан Булмер успешно приземлилась в покоях королевы, плотину окончательно прорвало. За ней, как тени, потянулись те, чье присутствие во дворце было для Кэтрин равносильно прогулке по минному полю. Ну что, давайте продолжим наш хит-парад гостей из прошлого. На очереди у нас персонаж, при виде которого хочется не просто закрыть дверь, а забить ее досками и переехать в другую страну. Кто же это? О, это наш с вами всеобщий любимчик. Для тех, кто не в курсе, представляю этого человека так, как он того заслуживает.
Жил-был человек по имени Генри Менокс. Звучит солидно, да? Прямо вот так. Генри Менокс. Можно подумать, ученый муж или на худой конец уважаемый мастер. А кто он был на самом деле? Никто. Нет, погодите, не совсем так. Он был музыкант. Но не рок-звезда эпохи Возрождения, не великий композитор и даже не самый завалящий министрель, о котором слагали легенды. Это был обычный учителишка. Вот именно так. Не учитель с большой буквы, а мелкий наемный работник в доме вдовствующей герцогини. Его выдающиеся таланты ограничивались умением перебирать струны лютни и еще более виртуозным умением плести сплетни, завидовать и развращать тех, кто не мог дать отпор. Его единственная заслуга перед историей – это то, что он когда-то приметил 13-летнюю Кэтрин, которая росла как сорняк, и решил, что это отличный объект для его грязных манипуляций. Казалось бы, если ты мелкая сошка, которая когда-то позволила себе лишнего с девочкой, ставшей теперь королевой Англии, твой единственный шанс выжить – это собрать манатки, уехать в самую глухую деревню Шотландии, прикинуться ветошью и молиться, чтобы королева тебя не вспомнила. Но нет. У нашего Генри Менокса мозгов было ровно столько, сколько нужно, чтобы настроить лютню, и ни граммом больше. Вместо того, чтобы залечь на дно, это чучело решило, что раз его бывшая ученица теперь на троне, то и ему туда же пора. И да, Менокс не стал утруждать себя эпистолярным жанром. Он просто приперся во дворец. У Кэтрин нет выбора. Она вынуждена его принять. Она вынуждена терпеть его сальные взгляды и эту мерзкую ухмылку каждый раз, когда он берет аккорд. И представьте себе этот абсурд. Человек, чей единственный талант – это подглядывать за девочками и вовремя дергать за струны, теперь делает карьеру во дворце. Он не просто ошивается у черного входа. Это убоище теперь официальный музыкант в королевских кругах. Мог ли он, сидя в пыльном ламбете, мечтать, что будет играть для самого Генриха VIII? Да никогда. Но судьба – дама ироничная. Теперь он очень важный и нужный человек, который вращается среди элиты, пощипывая лютню и строя из себя великого маэстро. Представьте эту картину. Кэтрин сидит на возвышении. Вокруг золото, бархат и величие. А внизу среди музыкантов стоит этот персонаж и смотрит на нее так, будто она все еще та 13-летняя девочка в ламбете. И она ничего, слышите, ничего не может с этим сделать. Это караул, друзья мои. Это не жизнь, это медленная пытка. И на табло уже 2-0. Но самое веселое, если тут вообще можно так сказать, у нас впереди. Потому что пока эти двое, подружка и музыкант, просто тянут из нее жилы, из Ирландии уже пакуют чемоданы тяжелая артиллерия. Друзья мои, а теперь давайте на мгновение оставим душные коридоры дворца и перенесемся туда, где дует вольный морской ветер, в Ирландию. Именно там в это время находится наш старый знакомый Фрэнсис Дэрэм. И пока в Лондоне плетутся интриги, Фрэнсис в Ирландии занимается вполне мужским делом, зарабатывая деньги. И давайте будем честны, в этой истории Дэрэма понять проще всего. Представьте ситуацию глазами Фрэнсиса. Он уехал не просто так, он уехал ради будущего. Официально Кэтрин – его невеста, давшая слово перед Богом. Фактически в XVI веке их преконтракт и физическая близость уже делали их мужем и женой. Материально он оставил ей все свои сбережения. Те самые 100 фунтов, официально оформив документы на ее имя, чтобы она ни в чем не нуждалась.
Он пашет в Ирландии, копит деньги, чтобы вернуться, официально обвенчаться и зажить долго и счастливо с девушкой, которая еще вчера стирала его воротнички и делила с ним одну постель в Ламбете. И вот представьте, сидит Фрэнсис в каком-нибудь ирландском порту, и тут до него долетает весть. Его Кэти, его жена, ради которой он здесь вкалывает, теперь 5-я жена Генриха VIII. Это же классическое «здрасте, приехали». У любого нормального мужика в такой ситуации забрало падает. В смысле королева? В смысле Генрих? У нее же мои деньги, мое кольцо, мое слово. И вот тут, друзья мои, начинается та самая ламбетская болезнь. Полное отсутствие инстинкта самосохранения. Разум в этой ситуации шепчет одно: беги, замри, исчезни, останься в Ирландии, а лучше махни во Францию, потому что если эта история всплывет, король сочтет виноватым не только неверную жену, но и того, кто посмел на нее посягать. Спорить с Генрихом VIII – это все равно, что спорить с ураганом. Но Фрэнсис Дэрэм, судя по всему, слушал не разум. Он слушал кое-что другое – оскорбленную гордость. Как? Моя женщина, та, что вчера стирала мои вещи, ее теперь все называют королевой, а я тут в грязи? Фрэнсис слушал глубокую личную боль. Он ее любил, по-своему, по-простому, но любил. И эта боль требовала не бегства, а объяснений. Он хотел увидеть ее глаза, услышать от нее самой, как, почему. Абсурдную, опасную надежду. А что, если она не хотела этого? Что, если ее заставили? А еще было чувство собственности. Она была его невестой. Он вложил в нее все свои деньги, свое время, свою репутацию. И теперь у него это отбирает король. Просто забрал и все. Это вызвало не страх, а глубокую безумную ярость. Вместо того, чтобы залечь на дно, Фрэнсис делает то же самое, что и остальные участники этого кружка самоубийц. Он начинает собирать чемоданы. Зачем? Он хочет вернуть свое, он хочет быть рядом с ней. Он по-своему любит ее той самой дерзкой молодой страстью, которая не боится королей. Но он не понимает. В Англии Тюдоров спорить с королем за женщину – это не дуэль. Это государственная измена. И на табло нашей истории загорается роковое 3:0. Подружка, учителишка и теперь законный муж. Ну что, давайте оставим Фрэнсиса Дэрэма в Ирландии. Пусть он там неспокойно собирает свои чемоданы и пересчитывает монеты. Путь до английских берегов не близкий, а море переменчиво. Мы же с вами вернемся в Лондон без него, чтобы обрисовать масштаб той катастрофы, в которую наш обманутый муж так настойчиво намылился. Граф Тибо уже задумчиво протирает монокль, а маркиз Пюре брезгливо подергивает хвостом. Ведь сейчас мы нырнем в не самую ароматную, но самую мрачную часть нашей истории. Друзья, у нас к вам деловое предложение, от которого невозможно отказаться. Если вы прямо сейчас не поставите лайк, мы будем вынуждены шепнуть Генриху, что вы один из ламбетских свидетелей, которые все видели, но решили промолчать. В Лондоне разыгрывается настоящий медицинский хоррор. У Генриха VIII случилось то, чего боялся весь двор. Его знаменитая язва на ноге закрылась. Друзья мои, давайте на минуту отложим наш скепсис и попробуем по-настоящему вдохнуть воздух той мартовской спальни. Граф Тибо уже предусмотрительно достал надушенный платок, а маркиз Пюре забился под кровать. Ох, как я их понимаю. То, что переживал Генрих VIII, и то, что вместе с ним переживала Кэтрин, это не просто страница в учебнике, это настоящий ад на земле. Представьте себе, на ноге огромного мужчины годами зияет открытая язва, свищ. Врачи того времени не умели лечить инфекцию, они могли давать только ей выход.
Но в марте 1541 года случилось худшее. Рана закрылась. Гной и токсины перестали выходить наружу и начали скапливаться внутри, раздувая ткани и отравляя кровь. Как помогали врачи? У них не было антибиотиков или анестезии. Единственное, что они могли, это заново расковырять рану раскаленным железом или ножами, чтобы выпустить гной. Это была невыносимая пульсирующая агония, от которой Генрих буквально терял человеческий облик. Он не просто злился, он впал в глубочайшую депрессию, заперся в покоях и превратился в раненого зверя, который готов растерзать любого. А теперь давайте посмотрим на Кэтрин. Ей 18 лет. В этом возрасте хочется бегать по росе, влюбляться и слушать серенады. Но ее реальность – это запертая душная комната. Только представьте, ваш муж – это не просто больной человек, он ваш начальник, ваш властелин и источник всех благ, и его страдания – это ваша служебная обязанность. Вы обязаны быть рядом всегда, делать вид, что не чувствуете ужасного запаха, слушать его стоны и жалобы, кивая сочувственным лицом, гладить его горячий лоб и целовать потную щеку, делая вид, что это не вызывает у вас отвращения. Лежать ночью рядом с этой горой страдающей тяжелой плоти, прислушиваясь к его хриплому дыханию и думать, что это вся ваша жизнь отныне и навсегда. Вы роза без шипов, которую бросили в чан с гноем, чтобы она его украсила. Вы обязаны ласкать руку, которая пахнет смертью, и слушать стоны человека, который старше вас на 30 лет и стремительно теряет рассудок. В этом и заключается величайшая трагедия. Генриха искренне жаль, как страдающее существо. Но Кэтрин жаль еще больше, как заложницу этого страдания. Март 1541. Кэтрин фактически заперта в золотом морге. Она идеальная сиделка, она не жалуется, она терпит вонь и крики Генриха, она делает все, что от нее требует долг королевы. Апрель 1541. Королю становится лучше. Рану расковыряли, гной вышел, боль утихла. Генрих выходит из своей черной дыры и видит перед собой преданную, молодую жену, которая не бросила его в беде. И вот здесь происходит роковой парадокс. Генрих влюблен в нее сильнее прежнего. Он хочет осыпать ее подарками, он хочет праздников, он хочет, чтобы его роза цвела. Но сама Кэтрин внутри опустошена. Она провела месяц со смертью и гнилью. И теперь, когда ее наконец отпустили подышать, она хочет не жемчугов от старого мужа, а жизни. Настоящей, молодой, без запаха лекарств. Если бы в этот момент рядом с 18-летней девочкой оказался мудрый наставник, например, та же Анна Клевская, которая относилась к Кэтрин с материнской нежностью, она могла бы сказать: «Потерпи, дитя, не разрушь все сейчас». Но история дама жестокая, и вместо доброго ангела у плеча Кэтрин стояла настоящая черная вдова Тюдоровского двора. Ознакомьтесь, леди Рочфорд. Когда-то давно жила-была молодая и знатная девушка по имени Джейн Паркер. Ее выдали замуж за самого завидного жениха Англии, Джорджа Болейна. Да-да, того самого брата легендарной Анны Болейн. Представьте этот союз. Джордж был золотым мальчиком своего времени, блестящий интеллектуал, поэт, душа компании, человек с невероятной харизмой, весь в свою сестру. А Джейн? Джейн была другой, скучной, возможно, ревнивой, определенно. Их брак не был историей любви. Это было столкновение двух разных миров. Джордж не любил свою жену. Он едва ее замечал, и эта холодность превратила сердце Джейн в настоящий ледник. Закончился этот брак так, что даже у палача дрогнули бы руки. Когда над Болейнами сгустились тучи, именно Джейн Рочфорд
стала тем самым тихим свидетелем, который шепнул на ухо следствию самые грязные и страшные подробности о муже и его сестре. Она буквально отправила своего блестящего мужа на плаху. И вот теперь, спустя годы, эта вдова, чье имя пахло предательством и кровью, все еще ошивается при дворе. Если бы мы искали ее современный аналог среди бабок на лавке, то Джейн Рочфорд была бы той самой зловещей соседкой, которая знает, кто с кем зашел в подъезд в 3 часа ночи и уже набирает номер участкового. Но ей не просто хотелось сплетничать, ей хотелось смотреть запрещенку в первом ряду. Почему же она оказалась так близка с нашей юной Кэтрин? Все просто. Она была профессиональной фрейлиной, знала все входы и выходы во дворце, все тайные лестницы и привычки короля. Для 18-летней Кэтрин она казалась опытной наставницей, этакой крутой тетушкой, которая не будет читать нотаций, а наоборот подскажет, как весело провести время. Но леди Рочфорд не была доброй. Она была как ядовитый плющ, который обвивает молодое дерево не для того, чтобы поддержать, а чтобы выпить из него все соки. Ей, уже не молодой и давно забытой всеми красавцами двора, было безумно интересно наблюдать, как молодая королева ходит по краю. Это был ее личный живой сериал с самым высоким рейтингом. Итак, на календаре у нас май 1541 года. Наша история выходит на финишную прямую, и градус абсурда в ней начинает зашкаливать. По холодным водам моря идет корабль, и на его палубе, вглядываясь в туманный берег Англии, стоит Фрэнсис Дерем. Он едет домой. Он едет к женщине, которая дала ему слово, которой он когда-то оставил все свои сбережения, и которую он все еще считает своей законной женой. Дерем не просто уверен в себе, он самодоволен. Да, он знает, что его маленькая Кэти теперь королева и делит ложе за старым королем. Но в его голове это лишь временная декорация. Он убежден, он ее главная тайна, ее единственный настоящий муж перед Богом и тот самый главный скелет, который прочно заперт в ее золотом шкафу. Дерем все еще уверен, короли смертны, обещания вечны, а Кэтрин принадлежит ему. Но он не знает главного. Пока Дерем считает узлы до Лондона, Кэтрин навсегда захлопнула для него свое сердце. Она больше не та испуганная девочка, которая стирала его воротнички. В ее душе пылает новая, настоящая страсть. И в нашей пьесе появляется новый герой. Красивый, богатый, блестящий и смертельно опасный. Нет, друзья мои, это не король. Наша драма делает крутой, почти безумный вираж. Теперь вокруг Кэтрин сжимается кольцо из 3 мужчин. Один владеет ее прошлым, другой – ее жизнью и короной, а третий – ее сердцем. Абсурднее и страшнее не придумаешь. Наша трагедия делает свой последний глубокий вдох перед тем, как превратиться в кровавый хаос. Пружина сжата до предела. До роковой развязки, которая потрясет всю Англию, остается совсем немного. На календаре май 1541, и время Кэтрин Говард стремительно истекает. Занавес. Маркиз Пюре считает, что 3 претендента на одну женщину – это перебор даже для мартовского кота. Я же полагаю, что это просто идеальный состав для того, чтобы эшафот не пустовал. Берегите свои головы, они вам еще понадобятся, чтобы досмотреть эту историю до конца. До встречи в новом акте.